Так, всем привет! Сегодня у нас понедельник, мне надо по делам съездить в центр города. Это город Буэнос-Айрес, для тех, кто первый раз это смотрит. Вы будете смотреть город, я буду вам что-нибудь интересненькое рассказывать. Сегодня ночью была гроза. Ну, в принципе, как бы в наших районах прошла она так, чтобы, не было потопов, там никакого града. То есть была гроза, была очень сильная молния, прямо так шарахнула над нашим домом один раз, что мы даже аж все вздрогнули. Видно, где-то прямо рядышком, так сразу же над головой. А в основном все прошло, просто пролил хороший дождь. Весна на улице, значит, весной дожди это дело полезное. Сейчас посмотрите, что, только единственное, что еще не вышло солнце. Соответственно, уже зато хотя бы дождь закончился. Это уже довольно хорошо. Сейчас мы выедем на улицу Либертадор, которая пойдет в сторону центра города. По ней поедем, это, авенида. И будем разговаривать на эти темы всевозможные о жизни в Буэнос-Айресе, так как очень многие о ней спрашивают. Очень многих теперь этот город очень интересует. И вообще вся Аргентина, как никогда, заинтересовала наших, как и говорят, славян. Тут мне рассказывали, что у нас не существует, мало знаков дорожных. Я не считаю, что у нас их очень мало. Может, у нас их просто, не перебор, но знаков у нас хватает дорожных. У нас много теперь велосипедных дорожек. Так что, когда едете по Буэнос-Айресу, будьте очень внимательны будьте с велосипедистами, с пешеходами. Бойтесь касту, скажем так, водителей автобусов и таксистов. Таксистов меньше, они дурковатые, но они как бы не хотят с тобой ударяться, царапать тебя. А вот автобусы, которые ездят, это, конечно, каста еще та. То есть ездят они так, как будто привыкли на грузовиках дрова возить, они людей, во-первых. Во-вторых, как хотят, так подрезают. Они считают, что вот по барабану на его линии препятствий, не на его полосе препятствий, он все равно будет переть. Так что и вы должны знать, что как правило, если у вас автобус насмерть не переехал, а просто поцарапал вашу машину, то ни черта вы не добьетесь от страховой компании автобусной, чтобы они вам ее ремонтировали. Как правило, вы будете просто потеря времени. Так что их надо шарахаться, потому что народ еще тот. И если частник какой-то едет, он едет на своей машине, он старается, не зацарапать, не подряпать, еще что-нибудь не сделать. Хоть половина машин, конечно, побитых, и можно посмотреть, вмятины, и все. Это такое тоже обычное явление. Но он бережет свою машину, бо он ее покупал как-никак за свои деньги. То автобус это люди нанятые, шофера нанятые, они его не покупали, ремонтировать они этот автобус не будут, деньги не их, им все по барабану. Плюс они считают, что у них сильный профсоюз, который их защитит, значит, если уж просто материальный ущерб, ладно, адвокаты, все, 5-10 отобьют, фигня все. Так что будьте внимательны, когда будете кататься по Буэнос-Айресу. Смотрите на улице. Сегодня, конечно, не самое красивое зрелище из-за того, что нету солнца, после дождя еще не рассосалось. Но у нас цветет жакаранда. Вот эти все деревья цветущие по сторонам, это жакаранда. Сегодня мы будем проезжать еще по району, где его вообще много. А сейчас думаю вам рассказать. Думаю, перед поездкой почитаю в комментарии, что люди спрашивают. Два таких, которых последних быстренько прочитал. Одного очень интересовало, можно ли в Буэнос-Айресе или в Аргентине найти легально квалифицированную работу без квалификации, но с опытом. И как у нас обстоят дела с курением в общественных местах.
где люди курят, не курят, ну, все такое, вот в общественные места. Ну, вот приблизительно с этого и начнем. И вообще другой комментарий был тоже о том, что вот бы рассказать бы про рынок труда, какой там рынок труда, кого ищут и все такое. Во-первых, сама постановка вопроса, можно ли легально найти квалифицированную работу без квалификации. Мне кажется, немножко странная постановка вопроса, скажем честно. Если вы хотите работать без квалификации, но с опытом, вам надо работать самим на себя. То есть, если вы без квалификации, но сантехник хороший, вы можете, конечно, как самозанятый устроиться и ремонтировать сантехникой, у каждого там, у бабок каких-то, то все, но вряд ли вас возьмут на квалифицированную работу, как квалифицированного работника без квалификации. Начнем сразу, чтобы обрубить все, как говорят, опустить всех ниже плинтуса, начнем с такой обычной простой статистики. В Аргентине 50% народа официально ну не официально, потому что по документам наоборот безработных нет, но реально это безработные. А теперь давайте исходить из этого. Если в Аргентине есть люди, которые здесь родились, выросли, живут, они знают язык, они знают, как говорят, повадки, у них есть знакомые, это ихняя страна, и они безработные, не могут себе найти работу, как вы собираетесь, чтобы вас взяли неквалифицированную на квалифицированную работу, если вы еще и языка наверняка не знаете толком? Вот это, конечно, странно. Это раз. Второе. Даже не учитывая безработных, которые существуют в Аргентине, у нас есть куча иммигрантов со стран, которые знают хорошо язык. Ну, наподобие Венесуэлы. Венесуэла живет, как говорят, у себя дома ниже плинтуса, а, соответственно, уезжает в такие страны типа Аргентины, находит работу и все. Но у нас язык один и тот же. И этим людям очень просто устроиться, потому что у них нет языкового барьера. Вот. У нас многие приезжают учиться и здесь остаются работать, даже квалифицированные, и не все могут найти работу. Так что мой ответ такой, что реально, конечно, может кому-то свести, и он там что-то где-то найдет. Но реально нельзя рассчитывать на то, что вы приедете, найдете работу квалифицированную без квалификации. А только потому, что вы типа ее знаете. Это одно. Второе. Реально вы не найдете тут квалифицированную работу даже с квалификацией, потому что здесь 50% местного населения безработное. Безработные. Здесь, если есть объявление, что где-то берут на работу, здесь очереди, скажем так, в несколько кварталов стоят молодежи, которая хочет занять это место. И из них будут выбирать. Так что, чтобы сразу так отрезать этот вот вопрос и пустого порожнее переливать, вы вообще не найдете реально. Так вот, не все, конечно, кто-то найдет, но основная масса не найдет здесь легальной работы. Никому не нужен на легальную работу человек, который не знает языка, у которого нет местного диплома, который не закончил местное образование и не является диким специалистом. Они лучше возьмут своих бедных, которых тут хватает, молодежи, всего, которые закончили здесь школу, закончили все, и эти будут работать. Для тех, кто приезжает сюда, тем более по статусу, какому, как говорят, вилами по воде писанному, то есть, что он тут как-то еще думает, что он легализируется, и там начитался всяких чатов, что он через 2 года получит аргентинский крепкий паспорт и с ним поедет в Америку и в Европу. Ну, в общем, знаете как, верить можно во что хочешь. Можно создать свой виртуальный мир, в нем жить, верить в эту всю сказку и продолжать там в этом или пузыре вариться. Но факт в другом. Никто в таким призрачной миграции не получит тут за 2 года паспорт, и никуда он потом, не поедет. И здесь другое. Здесь надо попробовать устроить, если хотите здесь жить, здесь надо не про паспорт думать, а про то, как реально тут остаться, легализоваться, и таких многих получится. Но это не у всех, и даже не у самого большого процента это все получится. Это раз. Второе, работу найти тоже будет не у всех, а очень у маленького процента. Остальные должны думать о том, как они будут работать и зарабатывать сами по себе, какую работу они придумают и за что они будут жить. Третье, не забываем о том, что здесь не прокатят вам вот эти, буду все замыливать, вам придется платить налоги, вам придется платить за квартиру, за все возможные штучки.
И когда вы начнете здесь зарабатывать, вы увидите, сколько здесь люди зарабатывают и хватит ли у вас на все вот эти штучки. Мы исключаем тех, которые говорят, да у меня, на моих детей, на моих внуков я уже столько привез, что хватит еще и поколениям другим останется. Ну, мы понимаем, что он не на стройке это заработал и приехал. Соответственно, конечно, таких людей мы не обсуждаем. Это, как говорят, отдельная каста. А вот каста простых работников, которые думают, что он убежит сюда, пересидит, сразу получит документы. Во-первых, будет головная боль получить эти документы. Во-вторых, будет головная боль, за что вы здесь собираетесь жить. То есть надо думать про простые работы, не про то, что вы найдете здесь квалифицированную работу, вам кто-то заключит какой-то контракт, на основании этого контракта вы будете легализованы. Нет, здесь нету такого рынка труда, которых бы работников здесь не хватало, и все искали их, даже тех, которые не знают языка. Вам надо думать о том, чем вы будете заниматься, наподобие самых простых вещей. Умеешь ремонтировать машины? Для начала устроишься к какому-нибудь, там есть русские, украинские гаражи. Ну, если повезет, в аргентинский гараж, устроишься простым работником ремонтировать машины. Со временем изучишь лучший язык и будешь пытаться открыть какую-то свою мастерскую. Снимешь где-то какой-то маленький гаражик, начнешь искать клиентов, и у тебя дело пойдет. Многие реально, допустим, открывали и раньше, и сейчас будут это делать. Это какие-нибудь парикмахерские, ремонты одежды. Ну, вот такого. Ну, кто-то, может, какую-то киоск какой-то откроет. Все эти сказки про какие-то там русские рестораны, ну да, для своих, ну сколько их будет? 1-2, остальные не будут, как говорят, русскими ресторанами. И столько спроса на это все не нужно. Так что придется делать так. Или же второй вопрос, это работа по интернету где-то за рубежом, или управлять какими-то своими компашками, которые там у вас где-то пооставались. И то не забывайте, я знаю, что многие на это плюют, отмахиваются, не хотят слушать о том, что официально из-за рубежа можно получать деньги в нашей валюте, платить налоги, это потеря в 2 раза. Если в один прекрасный момент перекроется получение долларов через Western Union, все быстренько поймут, о чем я говорю. Все быстренько сразу опустят свои доходы ниже плинтуса в 2-3 раза. Эти доходы упадут, если брать их легально, заводить в Аргентину. Так, кстати, смотрю, начинает цвести акация. Вчера липа пахла. Вот это вот большие деревья, это акация желтая, и уже на них появляются цветы. Так что скоро вот это будет в желтых цветах, все вот эти акации. Так что представляете, ребята, не настраивайтесь вы на рынок труда. Не выискиваете вы вообще этой информации про какой-то рынок труда. Вы выискиваете то, как вам открыть маленькое свое дело. Ты сантехник, будь сантехником. Ты электрик, электрик. Хорошо, что пойдет, кондиционеры хорошо пойдет. Ремонт, установка кондиционеров. Это то, что в жаркой стране нужно. Это то, что здесь как горячие пирожки идет. Электрика. То есть вот самые такие сервисные работы. В сервисных работах не надо очень большущих затрат. В каком плане большущих затрат? Ты купил, имеешь маленькую мастерскую, или пускай ты даже с дома работаешь. Ты купил инструмент нужный, и все. То есть тебе не надо открывать целую фабрику со станками, там и 5-е, 10-е. Не начинайте, как это проходила каждая эмиграция, и наша, и другие после нас. И сейчас я вижу, типа, буду продавать мясо там с Аргентины, все вот эту туфту. Эту всю туфту проходили все в своей жизни. Не будет. Аргентинцы прекрасно всякие фригорифики, это имеется в виду мясные комбинаты, и все, они прекрасно наладили свои связи за годы, они знают, куда продавать здесь, как говорят, эти вот посреднические услуги, тем более от новоприехавших людей, которые не имеют связей, которые не имеют денег, тех, которые бы закупать большие поставки, отправлять кораблями, не понимают ни как на таможне это будет проходить, как это будет декларироваться, это не состоится. Дурная трата времени своего. Надо поискать дела попроще, которые реально вы сможете делать.
Так что те, кто меня там спрашивал, что я вот приеду, чем мне заняться, вот в эту тему и думайте, сможете ли вы заняться такими простыми вещами, как какой-то сервис делать, купить инструмент и начать его делать. Оттуда, когда уже вы будете знать, что с этого сервиса вы получаете хотя бы и можете жить, то есть вам хватает оплачивать квартиру, вам налоги, и вы еще что-то откладываете, тогда вы его будете развивать, расширять, может делать круче, может вы уже и не сами будете работать, а работников наймете. Вот вам как строить свою работу по приезду в Аргентину. Так, этот Жакаранды через недельку будет вообще круто здесь, на этом месте. То у нас Риколета. Теперь про курение. Про курение. Мы вот наблюдайте за моими видео. Я снимаю часто на улицах. Хожу просто с камерой на улицах. Вы наблюдайте насчет людей и считайте, сколько людей прошло и сколько вы увидели людей с сигаретой. Эта байка в Аргентине, курение закончилось. Уже тут очень-очень маленький процент курит людей. Соответственно, в общественных местах, во-первых, запрещено. Во-вторых, людям самим здесь в голову не придет курить в общественном месте. Тем более в каком-то автобусе, в ресторане. Нет никаких местов для курящих там в ресторанах, в магазинах. Или вы думаете, что вы будете курить в театрах или еще где-нибудь. Во-первых, потому что запрещено, это уже на второй план сейчас переходит. Во-первых, потому что нормальному аргентинцу не придет в голову курить в общественном месте. Просто у него это вот, вы его не найдете. И вот смотрите, я сейчас еду, если вы где-то обратите внимание на прохожих, вот сейчас мы будем конкретно уже не по Авениде ехать, а здесь по улочкам. Обратите внимание, сколько вы увидите аргентинцев, которые идут и курят. И это на улицах. Вы их на улицах уже будете выискивать, курящего аргентинца. А в общественном месте на вас будут смотреть, как на придурка с другой планеты, если вы начнете курить в общественном месте. Так что тоже сразу к этому вопросу начинайте привыкать. А лучше я вам рекомендую бросать курить. Лично я бросил курить давно уже, не знаю уже сколько даже лет, там лет может 10-15. Хотя тоже смолил как паровоз, и особенно после армии, там и в армии, это там и по 2 пачки в день, в общем, все как все.